Привет, ты снова на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать тебе о том, как сделать из твоего смартфона с операционной системой Android видеокамеру для видеонаблюдения за домом, квартирой, гаражом или автомобилем. У всех из нас дома есть один, а у некоторых и несколько старых смартфонов с операционной системой Android, которые все еще вполне в работоспособном состоянии. А так как камеры в смартфонах уже давным-давно имеют хорошее качество и разрешение, а также во всех этих смартфонах есть доступ к интернету через Wi-Fi, то логично предположить, что из такого телефона можно сделать полноценную камеру видеонаблюдения. И даже если у тебя нет старого запасного смартфона с операционной системой, ты можешь сделать из своего, которым сейчас пользуешься, например, если тебе видеонаблюдение нужно в редких случаях, например, в отпуске, либо когда ты оставляешь дом, либо квартиру на длительный срок, ты можешь использовать свой смартфон как видеокамеру на время, а наблюдать из обычного компьютера, а пользоваться обычными телефонными звонками с какого-нибудь другого телефона обычного. Также это подойдет тем людям, которые не хотят устанавливать полноценную видеонаблюдение в своем доме, так как оно им не нужно на постоянной основе, а нужно только пару раз в году, к примеру, на время отпуска, либо длительного отъезда. Также можно использовать и в автомобиле на период ночной парковки, например, запускать, и можно будет наблюдать за автомобилем из дома, с компьютера. Например, если машина стоит под окном, можно с телефона поймать Wi-Fi сигнал с вашего роутера, соответственно интернет будет в телефоне, а в компьютере через монитор смотреть и записывать происходящее в машине. Итак, не теряя времени, давай приступим. Для того, чтобы нам настроить видеонаблюдение с помощью смартфона Android, нам нужно зайти в Play Market и в поиске английскими символами ввести Alfred. Нажимаешь поиск, и нам нужно установить приложение Alfred видеонаблюдения. Ты видишь, у него очень хорошие отзывы, 4.7, это очень хороший показатель оценки, и большое количество скачиваний, более 10 миллионов. Поэтому скачиваем это приложение на наш смартфон, который мы будем использовать как камеру, и такое же приложение нам нужно скачать на смартфон, который мы будем использовать как монитор. Также как монитор можно использовать и просто любой компьютер с доступом к интернету. Сейчас то, что вы видите сейчас на экране, это мы устанавливаем приложение. Я буду использовать это как монитор. Далее покажу само приложение, которое на телефоне, которое буду использовать как камеру. Итак, нажимаем после того, как приложение скачалось, нажимаем «Открыть». Мы сейчас этот смартфон будем использовать как монитор. И нужно выбрать «Продолжить с Google». Можно, в принципе, если у вас нет Google аккаунта, можно через email зарегистрироваться. Далее, здесь очень важный момент. Нужно выбрать аккаунт Google, с которого вы зашли. Выбираем его. В общем, в принципе, можно выбрать любой аккаунт Google. Главное, чтобы он был одинаков и на мониторе здесь, и на камере, чуть позже, которую я покажу. Сделали. Даем некоторые разрешения нашему приложению. И здесь видите некоторую информацию, которая будет полезна для размещения камеры. То есть камеру лучше ставить на расстоянии 1-2 метра от предполагаемого объекта слежения. Не направлять камеру на отражающие поверхности, например, окна, зеркала.
не направлять камеру на слегка движущиеся объекты, например, электрические вентиляторы, колыхающиеся деревья и тому подобное. Это сайт, где вы сможете посмотреть на компьютере, то есть монитор еще один. И энергосбережение, то есть когда вы на камере захотите погасить экран, то не блокируйте его клавишей на телефоне, а нажмите клавишу энергосбережения, вот эту. Так, мы здесь выбираем, что это у нас будет монитор. Хорошо. Итак, выбрали монитор. Сейчас я запущу на телефоне, на втором, в котором у меня установлено приложение камера. Это же самое приложение, но выбрано как камера. А чуть позже вы увидите, как настроить и установить приложение под камеру. Вот я запустил на втором смартфоне, на старом смартфоне, который буду использовать как камеру. И здесь, на этом смартфоне, на новом, который я использую как монитор, я вижу изображение. Также там в настройках можно включить и звук, тогда еще и будет слышен звук. Это что касается настройки на двух смартфонах. То есть у нас есть два смартфона с операционной системой Android. Один мы используем как монитор, другой как камера. Здесь выбираем, какой из них какой. К примеру, старый смартфон у нас камера, новый смартфон монитор. Это новый смартфон, используем его как монитор. С этим вы ходите постоянно на работу, дома, перемещаетесь, его используем как монитор. Старый я в конце вставлю видео по настройке. Там небольшая настройка, об интерфейсе расскажу. Именно смартфона с камерой, который используется как камера. И самый главный момент, что вы должны быть под одним аккаунтом. То есть в новом смартфоне, который вы используете как монитор, вы должны зайти под свой аккаунт Gmail. И под этим же самым аккаунтом вы должны зайти в другом смартфоне, который будете использовать как камера. Так, на этом, думаю, понятно. Далее, следующий момент. Если у вас только один смартфон, и вы его используете как камеру, а смотреть можете как монитор использовать не второй смартфон, а, к примеру, сайт Alfred камера. Для этого в поиске вводите alfred.камера, нажимаете поиск. И тот же самый момент, что в браузере желательно это делать через Chrome, так как легче зарегистрироваться, вы тоже должны зайти под этим же самым аккаунтом. То есть главное правило, что и камера, и монитор должны быть просто под одним аккаунтом. Так, перешли на сайт Alfred камера. У вас появится вот такое окно. И чтобы просмотреть картинку с этого, нажимаем так, подключение произошло, нажимаем
И видим ту же самую картинку, которую мы видели в приложении на Android. Теперь видим ее... Так, интернет. Теперь видим в браузере. Чтобы посмотреть именно запись, то нам нужно нажать здесь момент. Это здесь будет не полностью запись постоянная, то есть вы включили камеру и постоянно все записывается. Столько памяти вам не предоставляется. Если полноценную запись вести, это будут очень большие объемы. И предоставляется именно память моментов, то есть когда камера зафиксирует движение, будет записываться ролик до 120 секунд. Будет записан ролик, и здесь вы сможете увидеть, то есть это ролики с детектора, то есть когда камера определяет какое-то движение, записывается ролик, и он сохраняется здесь. Полностью записи постоянной, естественно, нет, потому что это будет очень большие объемы информации, ни у кого таких нет для всех пользователей, понятное дело. То есть вы сможете с помощью этого приложения вы сможете либо смотреть лайв, то есть захотели посмотреть, что сейчас происходит, зашли, посмотрели. Это можно сделать всегда. И дополнительно к этому вы сможете посмотреть в моментах именно сохраненные записи движения. То есть если какое-то было движение, здесь будет все эти события. И один момент. Еще если вы вдруг хотите писать постоянно, чтобы у вас запись была прям уж постоянное и движение, и не движение, и просто статическую запись, то можете запустить у себя на компьютере этот сайт и просто с каким-нибудь скрин-рекордером, то есть писать запись с монитора. Программу, например, OBS Studio можете использовать для Windows и для Mac, либо какие-нибудь другие программы для записи с экрана монитора. Тогда сможете настроить себе и полноценную запись, то есть будет писаться все события. Но опять-таки это у вас на компьютере должно быть очень много памяти свободного. А так по умолчанию это приложение пишет, можете смотреть лайв и можете смотреть моменты именно с датчика движения. Итак, мы сейчас рассмотрели приложение Alfred Camera с точки зрения монитора, где просматривать будем лайв запись и запись в облаке. Сейчас рассмотрим приложение Alfred Camera с точки зрения самой камеры, то есть как это будет выглядеть на устройстве, которое записывает. Теперь возьмем смартфон, наш старый смартфон, который мы будем использовать как камеру, то же самое. Зайдем в Play Market и скачаем приложение Alfred Camera. Установим его, откроем. Естественно, мы на этом телефоне должны быть под тем же аккаунтом, что и в мониторе. То есть это один и тот же аккаунт. Мы заходим и на одном смартфоне, и на другом смартфоне. Скачали, установили, открываем это приложение Alfred Camera на смартфоне, который будем использовать как камера. И выбираем здесь вверху не монитор, а камера. Выбрали. У меня сейчас здесь нет изображения, так как это эмулятор Android. В вашем случае на смартфоне будет здесь уже показана картинка. Этот смартфон у нас как камера сейчас выступает. Здесь нам нужно рассмотреть такие моменты. Вот этот значок, это детектор. То есть, что это означает? Если он выключен, вот так детектор выключен, вот так детектор включен. Если детектор выключен, то вы сможете смотреть только лайв запись. Только то, что происходит сейчас в данный момент на объекте. Никаких записей в облаке храниться не будет. Если вы поставите вот так настройку,
то камера будет записывать небольшие промежутки видео в тот момент, когда какое-то движение будет перед ней. Ну и также вы сможете смотреть лайв, в любой момент зайти и посмотреть, что происходит на объекте. А когда камера обнаружит какое-то движение, то помимо этого еще и на сервере будут храниться кусочки видео с движения. С этим понятно. Далее, вот этот значок тоже очень важный значок. Этим значком мы можем отключать дисплей, то есть чтобы он не светился. Потому как если мы отключим дисплей физической кнопкой на смартфоне, как это мы привыкли обычно делать, то телефон, соответственно, перейдет в режим ожидания, и камера, скорее всего, не будет работать, никакой записи не будет. Поэтому, если используем этот смартфон как камеру, то отключаем экран вот этим значком. У вас потухнет дисплей, но он не полностью потухнет, а будет немного светиться, только подсветка потухнет, а камера и запись будет работать. И у нас тут осталась иконка настройки, тоже переходим в нее. Здесь нам нужны следующие пункты. Выбрать камеру, ну это соответственно тыловая камера либо фронтальная, выбираем любую на ваше усмотрение. Естественно, тыловая камера будет лучше качества в большинстве случаев на большинстве смартфонов. Ну, выбираете вы то, что вам нужно. Аудио. Этим ползунком включаете запись аудио, этим отключаете, в эту сторону отключаете. Определение паузы при движении. Low Light Filter — это экспозиция. В зависимости от освещения на вашем объекте можете поиграться с этими тремя параметрами: высокая, средняя, низкая. По умолчанию стоит средняя. Попробуйте, что из этих параметров будет лучше. Ну и в принципе здесь все настройки, которые нам требуются. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал и оставляй комментарий. Всем пока!